Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем огромный привет! Мы продолжаем наше большое путешествие по Непалу. И сегодня мы находимся в национальном парке Читван. Сейчас мы приехали в Читван. Здесь находится национальный парк с одноименным названием. И я покажу вам наш отель. Это главное здание нашего отеля. Здесь находится и ресепшн, и столовая, ну точнее ресторан, так его можно лучше назвать. У нас все включено. Мы здесь проведем 2 дня, один из которых у нас будет достаточно активный. Мы катаемся на каноэ и отправимся в сафари. Здесь находится вот ресепшн, нас зарегистрировали, выдали ключи от домика и направили в домик. С ресепшена открываются красивые виды на речку, по которой можно как раз таки плавать на каноэ. Очень красивый вид здесь. Речка называется Рапти. Сейчас зайдем в ресторан наш. Видите, стены здания украшают различные значки, стикеры, фотографии с животными, которых можно увидеть в национальном парке Читван, павлины, грифы. В этом отеле, кстати, проживают слоники, точнее, тут такая есть небольшая деревня слонов, проживают 4 слонихи, и мы на них обязательно посмотрим. Здесь главная стойка ресепшена, всегда подскажет с любым вопросом. Намасте. Смотрите, какое красивое здание у нас здесь, картина слона. Здесь находятся домики. Мы живем в одном из них. Все комнаты в домике одинаковые. Где-то есть еще кровати размера king size, где-то есть 3 кровати. Сейчас я вам покажу одну из комнат. У каждой комнаты есть своя терраса, поэтому здесь можно выходить, подышать воздухом. Проходим в саму комнату. Здесь 2 большие кровати, кондиционер, картины, которые украшают эту комнату. В комнате есть зеркало, тумбочка. Каждый день добавляют водичку, стаканчики, чай и чайник. И, кстати говоря, это прям очень помогает вечером, потому что когда ты приезжаешь и холодно, то, конечно же, спасаешься горячим чаем. Также есть шкаф и еще набор теплых одеял. Но в целом то, что на кровати, этого достаточно. Шкаф вместительный, большой. И в кроватке тоже очень тепло. Потому что по вечерам здесь, конечно же, прохладно. В душевой комнате тоже все аккуратно. Большая раковина, подготовленное полотенце. Есть мыло, шампунь. Еще дополнительно одноразовый шампунь. Мыло с логотипом этого отеля. Вот эта птичка. Говорят, что ее часто можно встретить в сафари, в национальном парке. Также душ с горячей водой, с холодной водой, ну и унитаз. И сейчас вам покажу комнату нашу с Кириллом. Да, комната 1. У нас одна большая кровать. Все остальное то же самое. Также шкаф, тумбочки, зеркало. Поэтому есть еще такой тип комнаты. По стоимости они одинаковые. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доброе утро. С утра мы пришли на завтрак, после чего нас ждет активная программа в парке. К нам подошел официант, спросил, что мы хотим из блюд для завтрака. Ну, это яйца в основном. Я заказал омлет масала, ребята заказали глазунью разной зажаренности.
Вот. Каждая тарелка сервируется помидоркой и картофелем с зеленым перцем. Также нам еще принесли пончики сладкие, тосты. Можно сделать бутерброды с маслом, с джемом, бекончик и сок. А до этого мы ели хлопья с молоком буйвола. Thank you. Сейчас надеваем спасательные жилеты и отправляемся в наш сегодняшний тур. Начнется он, как нам сказали, с каноэ. Пока, правда, не совсем понятно, долго и куда мы будем на нем плыть. Тем более погодка сейчас пока еще немножко пасмурная и прохладная, но все равно снаряжаемся. Вот Али, как заправский охотник, уже даже с биноклем. Не нюх, как у собаки, и глаз, как у орла. Но единственное, конечно, жилетик не по мне. Вряд ли он закроется. Сейчас снова сошли. Он полчаса потратил на то, чтобы эту резиночку вот так вот справить. Когда увидел, сколько еще осталось, да, он сказал, ладно, все. Так сойдет. В безопасности. A few moments later. Сейчас какие-то удлинители нашли для меня. Сшивают толстым швом. Сегодня в нашем туре нас будет сопровождать гид, которого зовут Манос. Вчера вечером он нас встретил, все рассказал. Помимо каноэ, у нас сегодня, конечно же, главным гвоздем программы будет джип-сафари. Надеюсь, нам удастся увидеть такую пасмурную погоду, каких-то интересных диких животных. На берегу речки нас ждало большое каноэ, на котором мы сейчас поплывем. Как рассказал нам сейчас наш гид, у нас будет часовой тур на каноэ, и мы сможем увидеть, возможно, даже крокодилов. Кстати, река, по которой мы сейчас плывем, называется Рапты. Это не я такой умный, это наш гид нам все рассказывает. Также он рассказывает про каждую птичку, которую мы здесь видим. Приятная атмосфера умиротворения. Неспешно плывем на каноэ. Туман окутывает эту реку. Солнышко только встает. Никакие крокодилы не нужны. Знаете, такая атмосфера умиротворения, дзена, что невольно вспоминается анекдот про двух тибетских монахов в каком-то высокогорном монастыре. Один сидит в позе лотоса, смотрит вдаль и медитирует. К нему подходит другой монах, более старший, и говорит: чем ты занимаешься? Он открывает один глаз, говорит: смотрю, как растут деревья. Второй смотрит, говорит: эх, ты все суетишься. Сейчас наш сопровождающий рассказывает о различных птицах, которые мы видим. Очень много птиц наподобие уток. Вот сейчас мы проплываем небольшую группу, там мы видим черного ибиса. До этого проплывали бирюзовую птичку, которая называлась кингфиш. Также мы видели до этого павлина и фазанов. Кстати, большинство из этих птиц прилетело сюда из Сибири или Монголии. Сейчас мы подплыли очень близко к крокодилу.
Постараюсь его снять на большую камеру. Мы сначала подплыли к крокодилу, он хоть и выглядел таким, знаете, небольшим, гораздо меньше, чем в Мексике, но я видела, что он опасный, у него такие глаза злобные были, активные, я думала, он реально за нами поплывет. А сейчас мы увидели носорога в дикой природе. Скажу так, мы даже в африканских сафари не видели носорога, а тут он вот просто сидит, отдыхает. Сейчас мы будем подплывать к месту, которое называется остров крокодилов. Как рассказал наш гид, здесь очень много крокодилов, которые сейчас вышли на солнышко погреться. Сейчас мы отправляемся в сафари на джипе, в национальный парк, который называется Читван. Только отъехали на джипе и сразу же увидели олененка. Сейчас мы в национальном парке едем вдоль озера Тамоа, где видим много разных красивых птиц, о которых нам рассказывает наш гид. Одна из них Snake Bird, но они все такие красивые, черные, с длинными шеями, периодически летают. Также вдали можно увидеть носорога, но пока он нам не попался, чтобы хорошо его заснять. После того, как мы въехали в парк и увидели пару оленят, а также стаю диких обезьян, мы еще около часа кружили на джипе в поисках носорога, но, к сожалению, увидели его очень далеко, даже не удалось заснять. Но не теряем надежду. Сейчас нам предложили попить чай, кофе, а потом сберемся на обзорную площадку. Предложили непальские печеньки, очень вкусные. Я уточнила у гида, кто обитает в этом парке. Оказывается, здесь водятся и медведи, даже бенгальские тигры и леопарды. Но лучшее время просмотра это, конечно же, февраль, март, апрель, потому что начинается сухой сезон, здесь не остается травы, и животных можно хорошо рассмотреть, особенно медведи, которые пытаются спрятаться в траве, а когда травы их нет, то, конечно же, их видно. Мы увидели по дороге еще несколько оленей, некоторые из них были совсем близко даже к нашему джипу. А сейчас мы приехали к крокодиловой ферме, которая открылась в 1978 году, а сам национальный парк Читван открылся в 1973.
вначале видели маленьких крокодильчиков, потом чуть побольше. У них специфичная пасть, очень такая тоненькая, узенькая. Мы сейчас приехали в деревню фермеров. Раньше здесь были только одни джунгли, но люди хотели культивировать здесь больше именно сельское хозяйство, потому что это позволяло сделать природа. И раньше строили домики только вот такого типа. Они сделаны из травы и... Земли, глины. Нет, это не... Это какашки коровы. А, пометы? Да. Но теперь стали строить более прочные дома, потому что все-таки непальцы, они более теплолюбивый народ. Здесь мы видим, как в доме сушат кукурузу, подвешивают ее большими гроздями и сушат прямо на улице. Сейчас мы зашли в дом к местным умельцам, которые делают хендмейд товары. Здесь мы видим различные сумочки, какие-то подставочки. Вот эти подставки, как и практически все товары, здесь сделаны из кукурузного либо бананового листа. Достаточно прочные. Сейчас увидели интересное растение. Называется Tron Apple. Помимо того, что оно имеет наркотическое свойство, так еще оно используется в качестве подношения для Шивы, чтобы, естественно, в вашей семье было счастье, здоровье и удачи. Вот такое вот интересное яблочко. Прогулялись минут 20, наверное, по этой деревне. Посмотрели на быт местных жителей. Чем-то он схож с нашим. Какие-то культуры различаются. И сейчас уже отправляемся дальше. На джипе мы доехали до нашего отеля, но на этом сегодняшняя активная программа не заканчивается. Ну а подводя итог этому приключению, можем сказать, что прогулка на каноэ нам понравилась даже больше, чем джип-сафари, потому что, сплавляясь на каноэ по реке, мы увидели практически тех же животных, но плюс это было более атмосферно, а на джипе мы достаточно долго ездили по лесу, искали также каких-то животных, но не так много их видели, вот, поэтому в целом мы довольны. Ну, надо отметить, что это просто нам повезло, пока мы плыли на каноэ, и не очень повезло, пока мы ездили на джипе. Если бы получилось наоборот, естественно, увидеть вблизи носорога или еще какую дивность, это только на сафари получится. Сейчас с ребятами мы пришли на ланч в наш ресторан и ждем уже наше блюдо. Нам принесли некое блюдо, сказали, что это салат, но это очень похоже на карамбулу. То есть такой кисло-сладкий фрукт. Они их еще делают с перчиком, поэтому добавляет особой пикантности данный салат. Сейчас нам принесли супчик овощной. Давайте скорее пробовать. Там я вижу, у нас плавает капустка, морковка, еще какие-то овощи. В итоге получился неплохой бульончик.
в качестве основного блюда у нас сегодня спагетти. Выглядит очень хорошо. Теперь давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну, как у вас синхронно получается. С луком, с масличком и еще какая-то специя. Пока не могу понять, что за специя. Такая приятная зелень, типа розмарина, что ли. Или бергамота вообще, мы в чай такую добавляем. И еще разнообразие закусок нас ждет. Ага. Тут картошечки, тут какое-то бобовое у нас. Тут у нас темпура. А что темпура? Непонятно что. В темпуре. What is it? Темпура and bottle гар. В общем, какой-то овощ, да. Окей. Болгарский Bottle гар. Окей. Ну, в общем, перчик. Ну, кстати, это не фасолевое, это болоньезе. Болоньезе будем делать, получается. По-флотски получается. Ну и Нет, еще это вот, болоньезе. вот как такие раз. вот овощи у нас здесь. Цветная капустка, кабачочек, морковка. Ну и все это такое пареное. Вареное. Варено-вареное. Сейчас я отсел от ребят в тенек. Пусть они продолжают наслаждаться солнцем, а я буду наслаждаться десертом, который нам принесли. Давайте попробуем, что это. Желейной формы. Интересненько, какой-то яичный десерт. Перед рестораном на доске у нас даже вывешено наше объявление. То, чем мы сегодня будем заниматься, наши активности. Сначала у нас был подъем, потом завтрак. Дальше у нас было каноэ и джип-сафари. Сейчас у нас был ланч. В 3 часа у нас будет элефант сафари. И в 7 часов у нас будет ужин. Пообедав и немного отдохнув, мы пришли на слоновью ферму. И вот уже видим, как к нам идет слоник. Сейчас мы будем на них кататься. В итоге мы на слоне впятером. Помимо погонщика и нашего сопровождающего, наша веселая троица. Вот мы сидим спиной к спине. Ну, кто как. Вот так вот мы разместились. Короче, заказали непальский Яндекс, выбрали тариф вместе. Кто бы мог подумать, что мы впятером поедем. Я надеюсь, водителю комфортно. Слониха у нас большая умничка. Она нас везет и еще успевает своим хоботом перехватывать травку и кушать. Не знаю, какая наша конечная точка, докуда мы дойдем, но предполагаю, что, возможно, мы выйдем к какому-нибудь озеру. И вот таким вот образом мы сейчас все едем. Али, Кирилл, наш гид И погонщик. и погонщик. Но скажу так, по впечатлениям, конечно, когда едешь один на слоне, гораздо комфортнее. Ну и Я в целом вместе тоже весело. Я думаю, слону тоже комфортнее. Ну да, слону, конечно, меня было бы одно комфортнее вести. Во время прогулки на слонихе можем увидеть даже шакалов, которые пробегают совсем рядом. Во время прогулки на слонихе мы опять увидели оленят. На этот раз они были с большими рогами и совсем близко. Кстати, нашу слониху зовут Сомокали. Причем Кали означает девочка. Она весит порядка 5 тонн и ее возраст 35 лет. Сейчас пробираемся сквозь камыши по бездорожью. По пути мы встретили оленей, павлинов, шакалов. Повстречали в дикой природе еще одного слона. И сверху уже человек на нем оседлал, получается. Почти 1,5 часа длилась наша прогулка на слоне. Если надо сказать, что мы немного устали, то каково слонихе, ей, наверное, не позавидуешь.
целом мы остались очень довольны питанием в этом отеле. Каждый раз оно было разнообразным. Также в наше проживание входит завтрак, обед и ужин. Сейчас нам на ужин принесли главное блюдо. Это курочка барбекю, свинина барбекю. Также запекли картошку, подается с макаронами и с различными овощами. Все готовят очень вкусно, поэтому, приезжая сюда, голодным вы точно не останетесь. Не самое распространенное здесь явление, но конкретно на этой кухне, в этом отеле, готовят как местные блюда, причем очень хорошо, так и европейскую кухню. Вот сегодня у нас курочка барбекю и другие блюда европейского стола. Еще один день полный эмоций. Столько всего интересного у нас было. И сафари, и каноэ, и покатались на слоне. Не забывайте, друзья, ставить свои жирные лайки. Подписываемся на канал. И всем пока. Всем пока! Пока-пока. Еще увидимся.